Здравствуйте, дорогие друзья! Хочу сегодня показать вам, как сделать петельку для полотенец кухонных. Полотенца бывают разными, и вафельными, и махровыми, и еще какие-нибудь. Но у всех у них один недостаток – нет петельки, за которой его можно будет повесить. Я стараюсь полотенце обновлять одним махом, чтобы один день всего лишь посвятить пришиванию петелек. И как я делаю петельки для полотенец, я вам сегодня покажу. Я вам покажу 3 варианта, а вы сами выберите, какой вам будет легче делать. И все свои полотенца можете снабдить такой полезной штукой. Итак, можно выбрать нитку в цвет, можно выбрать, какую вы захотите. Но я, допустим, вот выбираю на синее полотенечко синюю нитку. Что нам нужно? Это первый способ будет. Вот 2 кончика нитки. Я нитку сложила пополам. Я беру иголку с большим ушком. И вот эти вот 2 нитки, то есть 2 кончика, вставляю в иголку. Дальше вот на полотенце я отыскиваю серединку. Сложила пополам. И вот здесь вот серединочка. Вот здесь ближе к краю я захожу иголкой, подтягиваю нитку и захожу вот в эту петелечку. Таким образом у меня получается так, что нет узелка, который будет развязываться или торчать нитки, будет отклепываться. Ну и дальше, если у вас есть крючок, то первый способ подходит вам. Дальше я делаю вот что. Я делаю первую петельку. А дальше беру крючок. И как многие, кто умеет вязать крючком, просто набираю петли. Смотрите. Ну вот я набрала цепочку из воздушных петель. И теперь я беру нашу иголочку, которая вот на втором конце нитки, продеваю в нашу петельку и затягиваю. И теперь второй конец нашей петельки можно пришить уже кому где больше нравится. Или вот здесь, прямо возле этого хвостика, или дать небольшое расстояние между ними. Мне больше нравится, когда вот здесь вот между хвостиками у нас расстояние. И вот здесь вот мы хорошенечко пришиваем нашу петелечку. И все, первая петелька наша с вами готова. Вот так. Красиво, аккуратно, не требует больших усилий. Ну, а вот второй способ. Если у вас нету крючка, то такую петелечку можно сделать с помощью иголки и нитки. Ну, опять вот я точно так же вставила ниточку 2 кончиками, чтобы на конце образовалась петелька. Точно так же я прикрепляю нашу нитку. Ну, а вот теперь, смотрите, мы выходим так, чтобы наша иголка... У нас здесь остается небольшой кусочек. Подставляем зубочистку, чтобы у нас
не очень туго получилось. И делаем, смотрите, с одной стороны, вот берем вот так на палец, накидываем ниточку нашу, вот так перекручиваем и заходим одной ниткой с этой стороны, а второй ниткой делаем с этой стороны. И попеременно делаем одной ниткой, подтягиваем, второй ниткой. Вот так просто, смотрите, перекручиваем ниточку и подтягиваем. Это делается очень быстро, а результат получается очень и очень красивый. Вот так. Вот так просто перекручиваем и заходим в петельку. Ну вот смотрите, друзья мои, получается вот такой вот у нас красивый узор, как гусеничка. Да, я забыла сказать, вы можете не разбрасывать нитки на две стороны. На две стороны что нам дает? У нас с каждой стороны получается вот такой красивый рубчик. А вы могли бы изначально, если вы не хотите на две разбрасывать, делать то же самое, но двумя нитками. Видите? Тогда у вас вот этот вот рубчик будет только с одной стороны. Вот так. Видите? То есть будет то же самое, только с одной стороны вот этот рубчик. Но я так не буду делать, я сделаю вот так, как у меня есть. Теперь аккуратненько я расправляю ниточки, чтобы у меня здесь было все ровненько, аккуратненько. И вытягиваю зубочистку. А иголкой прохожу, вот вытягиваю иголку сюда. И смотрите, что у меня получается. Захочу, сделаю более свободную петельку. Вот так. Просто не буду сильно затягивать нитку, будет петелька вот такая вот более свободная. Захочу, сделаю потуже. Вот такая петелька получается. Вот такая вот петелечка красивая. Быстро и очень красиво. Ну вот и вторая петелька у меня есть. Ну и сейчас я вам покажу третий способ, который я знаю чуть ли не с самого детства. Нас еще так учили шить в школе. Мы делали петельки на одежде. Тогда не было еще швейных машинок таких, чтобы сделать петельки. И были такие у нас навесные петельки. Ну, опять я закрываю нашу ниточку. Ну, можно для верности еще стежочек сделать. Ну, и теперь наша задача сделать длину петельки, какую мы планируем себе. На этой стороне, допустим. Ну, вот я смотрю, что вот такой петельки мне достаточно. Ну, можно для удобства, если кому-то нужно, взять какой-то предмет. Ну, я сделаю это на пальцах. Вот как нас учили на пальцах делать, так на пальцах и сделаю. Здесь еще раз я прокалываю. Давайте и еще раз сделаю вот отсюда. И теперь мы делаем все время вот так. Мы подходим под нитку. И когда у нас уже образовалась вот здесь небольшая петелька, мы в нее заходим. И делаем так, пока не обошьем всю нашу с вами петлю. То есть подходим иголкой под нитку, под петлю, и потом подтягиваем
нашу ниточку и заходим вот так под петлю уже. Допустим, наша нитка все время уходит вниз, мы так сверху заходим, подхватываем нашу ниточку так из-под низу и затягиваем петельку. И вот такая у нас с вами получается поворозочка. Ну и вот смотрите, что у нас с вами получается. Вот такая вот дорожка. Ну вот, друзья, я показала вам 3 способа пришивания петелек. Они все 3 имеют право на жизнь. Может быть, кто-то знает и еще какие-то способы. Ну а на этом я желаю всем будьте здоровы, всего вам доброго, до свидания.